Доброе утро, страна! Всем доброе утро. Смотрите, какая у нас туча. Правда, если бы вы сейчас были где-то в другой стране, вам бы показалось, ой, сейчас точно пойдет дождь. Но нет, не в Израиле, детка, не в Израиле. В Израиле такие тучи, просто тучи. Дождь не пойдет. Доброе утро еще раз. Я сейчас еду продавать свою сумку Ребекка Минков в Кармель. И хочу зайти посмотреть несколько вещей в магазине. Есть новые коллекции в Кастро, в Манго, и есть Кастро Home. Так что поехали! Я сейчас в Кастро, тут есть много интересных вещей, из таких интересных материалов, более-менее нормальных. Интересно, может быть, что-то померить? Шлепочки даже какие-то. Но обувь здесь, конечно, из дермантина, поэтому big no-no. Вот это очень красивое. Из такого, как марлечка. Может померить? Да, давайте померим. Симпатичная. Вот эти платья, рубашки очень симпатичные. Сделаны из такого плотного хлопка. Здесь есть 3 цвета. Черный, бежевый, синий. Я рукава такие не очень люблю, где есть пуговицы. Так что у нас здесь еще есть. Мы сейчас пойдем посмотрим Home. Есть вот такое платье. Резинка не моё рукава, поэтому хлопок тоже. На ощущение моментально чувствуется. Здесь у нас тоже хлопковая, симпатичная, с манжетами, штаны какие-то. Сейчас вот эти вот платья, как жилетки, ходят, возвращаются в моду. Симпатичное платье, но полиэстер. Проходим мимо. Очень сильно играет музыка, не знаю, что вы услышите. И цены очень-очень дорогие. Они прямо себя под Зару Home в израильском стиле, в израильских ценах сделали. Очень дорого, но симпатично. Вот эти кружки просто обалденные. И доски у них здесь просто обалденные. Не надо. О боже, какая красота. Я обожаю свет в Кастро. Так, платье. Ничего особенного, но зато вот эта кофта такая интересная. Бомбер такой. Как ее еще померить-то? Как ее померить-то? Ничего же не понятно. Черный цвет вообще очень тяжело в раздевалке понять, как он. Как мне нравится этот цвет. Ну, в общем, бомпер такой интересный. Хлопок 95 и элистан 6, по-моему. Что сказала? 95,5. Не 95,6. Платье, ну вот. Не, ну платье никакое. Вообще самое обыкновенное. Пока я стою в красивой раздевалке, подведу итог и скажу вам, знаете, может быть, на самом деле цены в Кастро Home себя оправдывают, потому что действительно все очень красиво, все выглядит, в принципе, так же, как и в Заре Home, поэтому, может быть, имеет место делать такие высокие цены, но нужно ждать все-таки скидок сейчас. Если у вас есть карта клиента на всю продукцию 20% скидка, эти кружки, они просто очень красивые. Может быть, я сейчас себе куплю где-то 2 штуки. Мне же нужны кружки, вы же знаете, что я фанат кружек. И да, но вообще очень красивые вещи. Нужно было мне сюда приезжать и покупать Нецера родителям эти досочки, потому что, очень красивые. Я пришла в Манго, хочу померить несколько вещей. Здесь взяла, смотрите, тренч такой красивый. Такой цвет красивый, несколько джинс. Негде положить, джинсы одни валяются на полу. Простите, что так выглядит. Но здесь. Значит, я сейчас мерю вот такую вот накидку. Сама по себе она ничего, не с этим видоном. Сейчас мы ее с чем-то другим померим. Ребята, я одела тренч. Так, сразу скажу, мало мерит. Это экстра ларж. Посмотрите, мои руки туда просто не влезают. Вообще у меня вечная проблема с руками. Конкретно здесь это утрировано. Но цвет мне нравится. Такой другой. Немного нестандартный цвет. Как бы я даже поднять руку не могу. Но красивый. Я думаю, что даже на размер мне бы не помогло. На размер больше мне бы не помогло. Тут просто фасон такой. Худи. Розовый цвет. Шикарный.
Надпись ужасная, можно ее выкинуть. Размер ML. Размер хороший, но надпись мне не нравится. И здесь давит немножко на горло. Я не люблю все-таки такое горло. Но так она неплохо. Что это такое? Это что-то просто ужасное. О боже, нет, это big no-no. Хочу джинсовую рубашку, я уже говорила достаточно давно, но это что-то просто... Ну, что вам сказать? Пришла, в общем, я в машину, купила своему ребенку. Она меня просто замучила. Мама, купи косметику, купи косметику. Смотрите, купила 2 палетки. Одна показалась вот такая, for fun palette. По-моему, классная. Вторая вот такая вот, тоже интересная. Мне показалась именно для детей. Хотя, знаете, наверное, я только вот эту ей дам пока, а эту давать не буду, потому что, по-моему, это хватит ей. Вот, жалко, что нет детского какого-то нормального, какой-то нормальной косметики хорошего качества. Приходится покупать взрослую, потому что детская в Израиле еще хуже, чем взрослая. Так, ладно, это ставим сюда. Я пошел покупать себе кофе и пойду домой. Друзья мои, я закончила свой сегодня мини-шоппинг. Я уже все взяла. Пришла, как обычно, купила пирог такой небольшой домой, на субботу, как мы обычно это делаем в одной и той же булочной. И сейчас я иду домой. Шоппинг. Не было никакого шоппинга одежды. Ничего тут интересного для меня не было. Несколько вещей померила. Я вам говорила, что хочу. У меня есть такой небольшой виш-лист, что я хочу купить. Я поняла, что мне нужно разобрать свою верхнюю одежду. Куртки, пальто и тому всего подобное. И понять, что и как, зачем и почему. Может быть, если мои дети мне дадут что-то сделать в этой жизни, я сделаю это сегодня. Но мы посмотрим с вами. Что еще? И, конечно, встретилась с замечательной девушкой Региной, которая купила у меня сумку Ребекку Минков. Я очень рада, что мне получается продавать сумки мои людям, которые будут ими пользоваться. То есть, как бы сказать, продавать в хорошие руки. Я не знаю, почему мне это так важно, но мне очень важно, чтобы мои сумки уходили и переносились, то есть перерабатывались в правильных руках. Я не знаю почему. Вот. И да, было очень приятно с ней познакомиться. Регина, было с тобой очень приятно познакомиться. Так что да, я очень довольна, что мне это получилось. Регина мне притащила подарок. Мне все тащат подарки. Мне очень это неудобно, но приятно. Это очень неудобно, но приятно. Вот. Ну все, я поехала домой. Так, хочу вам показать буквально 3 покупки еды, может быть, интересно. В общем, я купила такой яблочный штрудель. Яблочный штрудель стоит примерно 12 евро. В Израиле 44 евро. Что я сказала? 44 шекелей, 12 евро примерно. Так, ну, купила пита, это на это попросила. Сюда их покупаем и сразу в морозильник. Захотелось мне очень каламаты оливки или маслины, как их правильно. Я не знаю, в чем разница маслины и оливок. Одни зеленые, одни темный, в общем, не знаю, это каламаты, это стоит примерно 3,5 евро. Потом купила себе такое песто Оля. Кто не знает, кто такая Оля, ссылку на ее канал будет где-то здесь в углу. Как обычно, я не помню, в каком углу. Оля делает классный тост. Она делает тост, она намазывает хлеб песто, кладет сыр и кладет тунец. Поэтому я купила песто, которое стоило 3,5 евро, 15 шекелей. И были в магазине скидка, в Суперфарме была скидка на Рио Маре. Очень часто, кстати, там она бывает. Тройка. Это достаточно маленькая такая упаковочка. Там сколько? Сколько тебе здесь? Может быть, 75. Вот. 80 с маслом и 56 без масла. Рыба 20 шекелей. Это примерно 5,5 евро. Хорошая цена, потому что в Европе, в Латвии, помните, я смотрела, она тоже была дорогая. И я хотела купить латвийский сыр, Дзинтерс, но его не было. Я купила такой. Это тоже вкусный сыр. Если честно, я не знаю, откуда он. Арла марка. Я понятия не имею, откуда он. Наверное, не израильский. Как мне кажется. Сейчас мы найдем. Да, Денмарк. Дания. Данский. Но он вкусный. И если вы любите такое что-то наподобие... как это называется? Филадельфии. Да, вот это то. Такой же. И написано, что 100% натуральный, но это, я не знаю, спорный вопрос. Что еще? Ну, все это такие мини-супер покупки в супере за 2 минуты. Забыла показать. Еще купила себе орех пекан, уже почищенный. На развес 100 грамм стоит, по-моему, 3,5 евро, 14 или 15 шекелей. Купила себе на развес, может быть, я ошибаюсь в цене, если честно, не особо помню. У него такой сладенький привкус, и когда хочется сладенького, вот он мне в помощь, если честно. Он мне помогает перебить сладкое и голод.
Поэтому, да, купила его по дороге, погрызла. Последнее, что вам покажу, сладенькое, но это у нас практически каждую пятницу нянечки или воспитательницы, не знаю, кто угодно, делают как бы халу к шабату, да, к субботе. И в этот раз делала вот она такую вот улитку, мы это называем. Это с корицей, с сахаром. Это очень вкусно. Это у младшей в садике. Вот такая вот красота. Дети, кстати, мои это не очень любят, а я люблю, обожаю. Я просто обожаю, когда они именно это с сахаром, с корицей делают. Сейчас я с вами буду пробовать оливки. Их открыла. Маслины, оливки. Вот так вот они выглядят. Очень масляные. Ну, вкусные. Салат самое то. С таким, знаете, не с брынзой, а с таким вот салатом, ну, наподобие брынзы. Вкусно. Как это в Израиле, это называется цифатит или булгарит, а болгарский сыр. Вкусно. Ну вот. Все, пошла что-то поем, кушать хочу. Кафацт. Прыгаешь? Пошли, ребенок, мы идем в столовую. Пошли, давай. Давай. Опа. Друзья мои, привет. Давайте закончим с вами это видео. Вы мне спрашивали несколько вопросов по уходу за моим телом. И давайте я вам расскажу. Вы говорите тихо, потому что наверху дети сидят. Тут у меня было много вопросов. Мама, ты где? Мама, ты что? Так, очень мало продуктов покажу, но быстренько покажу. Так, для тела. Так, смотрите. Дезодорант для тела в Израиле. Мне очень нравится вот этот. Я пробовала разные, дорогие, дешевые, натуральные. Кстати, из натуральных недавно пробовала Каудили. Не пошел мне на лето израильское. Очень чувствуется свой пот, хотя здесь написано, что не будет чувствоваться запаха. И это, в принципе, нормально. Но я не переношу запах пота, ни своего, ни чужого. Поэтому для меня это big no-no. И поэтому я пользуюсь Гарниер. Стараюсь убирать те, которые без запаха. Люблю вот этот с маслом чайного дерева. Ну, еще некоторые есть. Но стараюсь выбирать те, которые самые такие без большого количества компонентов, как меньше компонентов, если понимаете, что я имею в виду. Поэтому да, это люблю. Теперь крема. Крема для ног. Давайте так. Крема для ног. У меня есть два крема. От Лавидо и вот для ног от Лакситан. От Лакситан мне он очень-очень не нравится. Он очень масляной, маслянистый такой. Он не впитывается. Так, где мы были? Мне позвонил на телефон. Так вот, в общем, крем для ног, вот этот вот, мне он не нравится, он не впитывается, он очень маслянистый, и он не особо питает. Он как бы на поверхности остается, я его даже на утро очень сильно чувствую на своих ногах. Это именно для пяток ног, да, я говорю вам, для, стопа, пятки. Так что мне он big no не понравился. А вот этот крем от Лавида, израильская марка, мне нравится. Он хорошо питает, хорошо впитывается и именно чинит пятки, ноги, если вы имеете, если вы понимаете, что я имею в виду. Так что этот мне нравится, поэтому этому пользуюсь. Теперь, и что у нас еще осталось? Для тела. Ну и для тела, да. Чем я пользуюсь для тела? Так, для тела я пользуюсь, что мне нравится. Сейчас я пользуюсь вот таким вот Body Lotion от Andalou. Наверное, это будет и первый, и последний раз, что я его заказала, потому что он не особо хорошо впитывается. Я люблю, чтобы впиталось и ушло. И он чувствуется на теле. Учитывая, что сейчас лето, то это меня не особо волнует, когда я на ногах чувствую что-то. Но зимой, когда нужно будет натягивать штаны, это будет очень некомфортно. Поэтому, до зимы он закончится совсем чудеса. Больше заказывать не буду. Но от израильской марки Лавидо мне нравятся вот эти боди. В этот раз я купила себе запах мандарин, апельсин и бергамот. И мне этот запах очень-очень нравится. Он очень такой кремовый, очень-очень не сильный. Очень приятный, очень так отдает апельсинкой, мандаринкой. И все. Поэтому мне это очень нравится, потому что все остальные запахи, а их всего 4, остальные 3, они очень резкие, сильные, и мне от них тошнит. Хотя они на теле достаточно быстро вот так вот пропадают, да. Но, anyways, он очень хорошо впитывается, он очень хорошо питает, но заканчивается достаточно быстро. Но его я люблю, уже покупаю, наверное, раз в 6. Это для вас, кто из вас израильтянки.
Теперь масло для тела. Я очень люблю наносить на область живота, на область ягодиц масло. Это у меня началось еще с беременности, потому что именно масло в этих местах лучше всего тонизирует и питает. Но если масло хорошее, которое питается быстро, вот, поэтому у меня есть два масла вам показать, и одно из них вообще мне очень нравится. Я пытаюсь вспомнить, из чего она сделана. Так, тут ничего не видно. Это такое масло от Доктор Хаушка. Это тонизирующее масло из тировника. Тировника, есть такой тировник. Я ставлю вам картинку, как это называется по-английски. Оно шикарно впитывается, и оно шикарно тонизирует тело. Просто супер. Поэтому это такая моя находка, которую мне подсказала моя начальница. Я купила, и я очень-очень довольна. Этим маслом она пользовалась, когда она была беременна и когда родила. А я пользуюсь сейчас. В общем, очень классная. Да, но только вот единственное, что стираются буковки. И еще у меня был большой такой пробник масла этого от Clarins. Я его покупала, но я использовала пробник. Еще этот не открывала, потому что я хочу это сначала закончить. Это единственное, что немножечко дорогое. Здесь оно только обыкновенная стандартная цена, а вот здесь масло дорогое. Но, в принципе, работают они одинаково. Как мне показалось, единственное, что здесь запах Clarins. Запах такой масла Clarins, если вы знаете, такой травяной запах. Но тоже очень хорошо впитывается и именно подтягивает кожу. Понимаете, что я имею в виду? Хотя, может быть, на моих параметрах круглости это так вот тяжело понять, что значит подтягивает. Но вот именно он как бы сглаживает ее на мое ощущение. Вот. Это, наверное, все, что я вам хотела показать по поводу своего ухода тела. Вы спрашивали, я ответила. Хочу сказать еще что-то. Детский уход за телом. Вот такой вот крем для тела детей. Лицо, тело. The best. Просто для меня the best. Он, да, питательный, он, да, жирненький, но он делает свою работу. Я его обожаю, покупаю все время. Вот. Ну что, на этом будет у нас все. Будем заканчивать. У нас уже поздно вечером, поэтому я иду укладывать детей спать. И мы с вами увидимся на следующей неделе, как обычно. Пока. Я забыла сказать, что как раз-таки крем для рук от L'Occitane. Я его обожаю. На мой взгляд, он один из самых лучших кремов. И также я люблю крем Lalin израильский. Но этот я очень-очень люблю. Поэтому, кстати, купила крем для ног, но крем для ног для меня провал.